Привет, меня зовут Иван, и сегодня мы поговорим о моих любимых темах, о музыке и о видео. Для начала нажмите подписаться и пройдите на Дзен и подпишитесь также на канал Мудрости, там очень много интересного контента. Я решил рассказать вам о музыке, о том, как я ее слушаю, на какой аппаратуре, как у меня дома это все устроено и как я просматриваю фильмы, всякие разнообразные видосики, что я для этого использую, какую аппаратуру. Но поскольку контента очень много получается, я разобью эту тему на несколько видео, поэтому сегодня мы поговорим конкретно о музыке, а про остальные темы поговорим в следующих роликах. Подписывайтесь, оставайтесь со мной и узнаете много интересного, может быть, то, что вам пригодится. Итак, музыка. Как же я слушаю музыку? Я очень долго приближался к своему звуку, и, как вы знаете, те, кто любит хорошую музыку, хороший звук, они очень долго этот звук ищут и не могут найти. Также и я. Получилось так, что те устройства и те колонки, которые сопровождали меня всю жизнь. Какое-то время назад я помнил, что звук был классный, потом я купил что-то, что вроде как было хорошо, а потом оказалось, что это уже как-то не очень, все течет, все изменяется. Я остановился на том, что я хочу слушать пластинки, виниловые пластинки, и в итоге по совету знающих друзей я приобрел вертушку, проигрыватель для виниловых пластинок. Он вообще-то очень старый, 72 или 74 года производства, почти мой ровесник, фирма Hitachi, бренд Low D такой был. Потом, как выяснилось, для того, чтобы эта вертушка хорошо работала, к ней нужен еще фонокорректор. Для того, чтобы повышать, собственно говоря, сигнал, усиливать сигнал, снятый с пластинки с помощью иглы. Ну а дальше нужны колонки. Нужны хорошие колонки, чтобы они хорошо звучали и передавали весь спектр частот, который я хочу услышать. Я очень люблю басы, низкие басы. Ну, не такие прям басы разрывающие, как на дискотеках, а такие вот рок-басы. То есть я люблю рок-музыку, рок-блюз, всякий джаз немножко. Ну, поп-музыку тоже люблю, но поменьше. Мне очень нравятся, в общем-то, блюзы. И вот, чтобы услышать такой звук, который, например, я слышу в блюзовых клубах, в рок-клубах, никак мне не удавалось этого сделать. И потом я в итоге выяснил, что, в общем-то, кроме колонок нужен еще и усилитель хороший, да? То есть что имеется в виду под хорошим усилителем? Усилитель с колонками должны играть в паре. Они должны быть совместимы, и вот эта вот совместимость усилителя с колонками – это известная такая длительная, долгая тема, которую разгоняют разнообразные консультанты в салонах. Но в итоге с помощью своего хорошего друга Анатолия я приобрел усилитель, опять же, винтажный, старый усилитель Sansui, и потом чуть позже приобрел колонки Aurex, это производство Toshiba, с большими басовыми динамиками, которые позволяют как раз передавать вот эти вот басы, которые я и хочу услышать. Потому что тот звук в клубе, который мы слышим, он как раз звучит из таких больших, огромных динамиков, поэтому, собственно говоря, этот бас и хорошо и передается. Вот. В итоге вот эта вот система, которая у меня организовалась, виниловый проигрыватель, усилитель и колонки, она и является той троицей, той тройкой устройств, благодаря которой я получаю хороший звук. Здесь я раньше упоминал про фонокорректор. Ну, фонокорректор как отдельное устройство, еще одна коробочка, тоже имеет право на жизнь. Но я использую фонокорректор, встроенный в усилитель Sansui. Что еще можно сказать про винил? Половина звука винила – это звукосниматель, головка, пьезоэлемент, который, при колебании которого, собственно говоря, возникает магнитное поле, которое потом преобразуется с помощью катушки, намотанной в электрической, и дальше усиливается. Ну, вы понимаете, возникает вот этот вот аналоговый звук. То есть никаких преобразований в цифру или с цифры обратно не происходит. Поэтому-то, собственно говоря, люди и ценят вот этот вот прямой звук. То есть то, что записано на пластинке или там на магнитной ленте, да, без всяких преобразований, идет к вам в уши через колонки. Так вот эти картриджи, головки, это тоже очень большая тема. Они очень по-разному стоят. Некоторые очень дорого стоят, некоторые там какую-то приемлемую цену. У них есть две разные технологии. Это Moving Magnet и Moving Coil. Я пока использую ту, которая подешевле, это Moving Magnet, MM головки. Мне пока, наверное, достаточно, хотя утверждают, что Moving Coil, MC головки это просто какая-то чума, и звук передается вообще очень точно. Ну, я на пути к этому решению, и, возможно, также, кроме этой головки, я еще, там для нее необходим еще специальный фонокорректор отдельный, да. Соответственно, все это деньги, все это какие-то планы, поскольку, как известно, аудиофилы, они редко когда останавливаются на достигнутом, они продолжают менять или приобретать аппаратуру
в поисках своего звука. Некоторые периоды бывают тогда, когда вот некий звук найден, и уже можно послушать свои пластинки. А потом ты что-то меняешь, и опять свои пластинки приходится переслушивать. Ну, это долгая такая длительная тема. В общем, с головками как? Когда я покупал проигрыватель, мне вместе с ним продали какую-то головку звукоснимателя, какую-то запасную даже иглу запечатанную, там 69-го года производства или 70 какого-то второго. Вот. Ну, в общем, потом я решил попробовать другую головку. Она зазвучала лучше. Потом мне показалось, что как-то она не дорабатывает как раз вот басы, они как-то глохнут у нее. Я попробовал еще одну головку. Сейчас вот у меня третья головка звукоснимателя стоит фирмы Аудиотехника. Винтажная, тоже старая, купленная, собственно говоря, там по объявлениям. И меня она устраивает. То есть мне нравится, как звучит моя система сейчас. Хотя мне как бы есть какие-то мелкие недостаточки. То есть кажется, что можно было как-то почище где-то звучать. Но как раз тот вот клубный звук концертный, который я искал, этот вот хороший средний бас мясистый, он у меня сейчас есть. Ну, давайте, что ли, я покажу вам эти свои устройства как бы лицом к лицу, чтобы вы видели, о чем я говорю. И потом я немножко еще добавлю про CD. То есть CD — это же тоже музыка, да? И CD-проигрыватель у меня тоже есть, который подключен тоже через этот усилитель, винтажный усилитель Sansui. Вот. CD-проигрыватель у меня фирмы Denon. Это современная модель, никакая не винтажная, чем она отличается всеядностью дисков. Но я хочу признаться честно, я не помню сейчас, чтобы я CD слушал, ну, не знаю, может быть, я неделю назад какой-то CD послушал, чтобы вот понять, что он там из себя представляет. У меня просто другого носителя не было. Ну что, погнали. Давайте я прямо вот сейчас возьму камеру, только я сделаю паузу, а вы пока подпишитесь на канал и поставьте все колокольчики, которые там нужны, чтобы не пропускать новые видео. И тогда я вот снова с вами. Здесь за мной я вот включил лампочку здесь, чтобы виднее было. Здесь за мной вот как раз этот винтажный проигрыватель мой. Low D фирма. Видите, вот. Откроем. Давайте крышечку. Установлена пластинка. Вот головка звукоснимателя Аудиотехника. Вот от нее коробочка осталась. Если кому интересно, вот AT120E. Собственно говоря, установлен в ней картридж иглы. То есть игла вот здесь вот видна. Как это выглядит для тех, кто, может быть, не знает? Ну, давайте посмотрим, покажем. Включаем усилитель. Чтобы работал этот усилитель, вот этот вот Sansui мой AU-D607, нужен для него вот такой вот еще трансформатор-штиль, потому что усилитель японский, и он на 110 вольт рассчитан. Собственно говоря, чтобы чуть-чуть услышать, как это все выглядит, я поставлю сейчас 10 секунд песенку группы U2, мою любимую, и мы услышим, надеюсь, YouTube не забанит, как это работает. Вот я, значит, о чем тут речь вообще в виниловом проигрывателе. Какой кайф вот этим всем механически заниматься. Этот поднимается лифт, у него микролифт, есть демпфер, который там жидкостью управляется. Вот так раскручивается диск. У него прямой привод, никаких пасеков нет. Вот мы прицеливаемся на песню. А потом я нажимаю Down, и мы смотрим, как кайфово опускается игла. Нажимаем здесь Cut. И игла поднимается и уходит. Все, полная механика, деревянный корпус. Здесь вы видите, что у меня он стоит на таких карточках. Но это просто для того, чтобы выровнять его по горизонтали. Потому что все должно быть четко выровнено и настроено. Вот специально даже, видите, уровни есть на вот этом прижимном клемпе. Так вот выглядит эта вертушечка. Так вот выглядит усилитель. Еще раз можно на него глянуть. Давайте я его сбоку, потому что свет сильно светит. Ну и, собственно говоря, вот есть CD-дека Denon. Обычный CD-проигрыватель. У него, правда, есть USB здесь порт для подключения iPod или какой-то флешки. В общем-то, можно вставлять, тоже играть. Ну, я этим практически никогда не пользовался. Вот, пару слов о колонках. Вот колонка Aurex. Видите, сейчас я сниму вот гриль, да, с нее. Специально вам покажу, как это выглядит. Это просто шикарно выглядит. Видите, дизайн просто супер. Все динамики в отличном состоянии.
большой вот такой вот динамик басовый, и фазоинвертор внутри есть, внизу. Вот это вот устройство классно очень играет, воспроизводит все частоты, которые мне нужно услышать. Мне очень нравится, как эта штука играет. Еще пару слов, почему именно я пришел именно к такой схеме, и почему я не стал покупать современные усилители. Дело в том, что хороший современный усилитель с современными какими-то колонками стоит очень неприличных денег. Ну, вы знаете, если пробовали этим заниматься. Поэтому, к сожалению, вот не удается получить за разумные деньги такой вот набор аппаратуры, чтобы вот именно мне, вот лично мне звук нравился. Я пробовал несколько современных комплектов, но вот не зашло. Я планирую не останавливаться на экспериментах с звукоснимателями, вот с головками. Видите, вот они вот так выглядят, когда их продают по объявлению. Может быть, я найду даже еще как-то какую-то получше головку, и мне понравится больше ее звучание. Сейчас вот еще скажем немножко про фонокорректоры. Вот я достал, у меня такой есть, видите, Крик Аудио. Это какой-то наш отечественный умелец производит. Мне также мой друг его презентовал в свое время, чтобы я попробовал. Ну вот я попробовал, и как-то я не заметил особой разницы, но утверждают, что в принципе с таким фонокорректором даже, может быть, и лучше будет играть. Не знаю, может быть, кому-то и нравится. Они тоже довольно дорогие. Вот это не очень дорогой, а довольно дорогие, они могут дать и хороший эффект. А у моего усилителя встроенный фонокорректор, я просто вот здесь выбираю для определенной головки. Фона MM или фона MC. Вот видите, 1-2. Если я когда-нибудь обзаведусь головкой MC, то у меня будет возможность переключиться. Ну что же, вот закончилась первая часть серии роликов про мою аудио-видео аппаратуру домашнюю. Надеюсь, вам было полезно, вы что-то из этого извлечете. Ну, не извлечете, так извините. И также извините, если я не совпал с вашим каким-то мнением. Если у вас есть свое мнение или какой-то совет, который вы можете дать зрителям или мне, оставьте этот совет в комментариях. Пишите о чем угодно в комментариях, буду очень рад с вами пообщаться там. Подписывайтесь на канал, поставьте колокольчик, поставьте лайк этому видео. Не забудьте пройти на Дзен и подписаться на мой канал в Дзене. Он называется #мудрости, решетка мудрости, вот так вот. Ну что, жду вас в следующем видео, если вам интересно про цифровое аудио и про видео систему, которым я пользуюсь дома. Пока!